Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер, готовлю карельский многослойный торт с брусникой и сметаной. Торт родом из Республики Карелия и является традиционным десертом для данного региона. Начинка получается настолько вкусная и гармоничная, что он понравится всем любителям нежных тортов с ягодной основой в сметане. В этом рецепте даже не нужно уваривать ягоды, так как технология сборки стабилизирует ягодный соус без добавления крахмала или иных загустителей. А благодаря тому, что брусника по данному рецепту остается свежая, торт получается очень даже полезный с витамином С. Удивительно, но такой великолепный торт практически забыт, а многие даже не знают о его существовании. Так давайте возродим рецепт карельского торта и заодно порадуем себя восхитительным и ароматным десертом, который готовится из самых простых и доступных продуктов. А учитывая, что вы готовите на канале Сладкий Мастер, можете быть уверены, что торт получится в лучшем виде и отменным вкусом. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В сметану добавляю яйцо, соль и сахарную пудру. Перемешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы сахарная пудра не разлетелась по столу. Включаю миксер на средние обороты и перемешиваю смесь в течение 1 минуты. Всыпаю сразу всю муку, добавляю соду. Перемешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы мука не разлетелась по столу. Включаю миксер на низкие обороты и недолго перемешиваю до получения сметанного теста. Вот такое густое тесто получилось. Рабочую поверхность присыпаю мукой. Выкладываю все тесто на стол. Немного присыпая мукой, собираю тесто в шар. Из теста формирую колбаску длиной на ваше усмотрение. Разделяю тесто на 8 равных фрагментов при помощи пластикового шпателя. И вместо шпателя можно воспользоваться любым подходящим предметом. Из каждого фрагмента формирую колобок. Вес каждого колобка составляет 105 грамм. Вес ваших заготовок может несущественно отличаться. Складываю колобки в емкость, предварительно обсыпанную мукой. Накрываю заготовки и убираю емкость с тестом в холодильник. Для выпекания коржей я буду использовать пекарскую бумагу с заранее прочерченным кругом диаметром 23 см. Выкладываю первую заготовку и раскатываю скалкой. Периодически подсыпаю муку, чтобы тесто не прилипало к скалке. При раскатке теста корж получается настолько тонкий, что через него просвечивает бумага. Но при этом тесто остается эластично, и поэтому с ним работать очень просто. Края теста должны совсем немного выходить за границы формы, чтобы после выпекания можно было обрезать корж. Накалываю тесто вилкой по всей его площади. Убираю корж в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут. Готовность выпечки проверяйте по внешнему виду. И в бруснику всыпаю сахар. Пробиваю блендером до однородного ягодного соуса, чтобы сахар полностью растворился в ягодной основе. При отсутствии блендера бруснику можно проварить с сахаром и перетереть через сито. Вот такой брусничный соус получился. Горячий корж из духовки обрезаю по форме 23 см. На поверхность для сборки торта наношу немного сметаны для устойчивости. Укладываю первый корж нижней стороной вверх. Сверху на корж наношу сметану с помощью силиконовой лопатки. Распределяю сметану по всей площади выпечки. По данному рецепту я использую сметану Президент 25% жирности. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность поднимает рейтинг канала, а меня мотивирует еще больше делиться проверенными и стабильными рецептами со всеми нюансами. Распределяю сметану, формирую четкий бортик, который будет удерживать брусничный соус до его полной стабилизации в начинке. На сметану выкладываю брусничный соус при помощи глубокой ложки. Осторожно распределяю соус по сметане до сметанных бортиков. Второй корж укладываю на стол и распределяю сметану с формированием четкого бортика. Укладываю второй корж в сметане поверх первого слоя. Наношу брусничный соус. Распределяю соус по поверхности сметаны до бортиков. Идентичные манипуляции проделаю со всеми оставшимися коржами, собирая торт. Друзья, хочу заметить, что на каждый корж у меня уходит ровно 100 грамм сметаны. Брусничного соуса на каждый слой идет по 3 столовые ложки. А ввиду того, что у меня нестандартная ложка, я использую только 2 порции. Дополнительно в качестве декора обсыпаю борта торта обрезками от коржей. Фиксирую торт съемным кольцом, чтобы его выровнять. При отсутствии кольца просто подровняйте торт руками. Убираю торт минимум на 8 часов в холодильник для напитывания и стабилизации. Мой торт простоял в холодильнике всю ночь, он хорошо напитался и стабилизировался. Друзья, обратите внимание, как загустела начинка. Несмотря на то, что соус наносился на сметану в очень жидком состоянии, без использования загустителей.
Четкая и стабильная начинка формируется за счет того, что верхний сметанный корж втягивает в себя всю влагу. Тем самым сам корж получается невероятно нежным, а начинка стабильная. Благодаря такой технологии сборки торта ягодные соусы не нуждаются ни в крахмале, ни в желатине, что очень часто отражается на вкусе. Карельский торт — это очень вкусный торт, который понравится своей воздушной и очень нежной текстурой. Ароматная начинка торта и гармоничное сочетание брусничного соуса и сметаны подарят много положительных эмоций. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.